Говорят, что на ночь нужно перемыть и убрать посуду. Нельзя ее так оставлять. Почему нельзя сделать это утром? Оказывается, на этот счет есть приметы. Мы расскажем вам, почему нельзя оставлять нож на столе, к чему это может привести, какие суеверия по сути бывают. У древних славян было трепетное отношение к жилищу. Они оберегали его от злых духов всевозможными способами, боясь их немилости, и одним из признаков присутствия положительной энергии в жилье была чистота и порядок. Поэтому появились суеверия о посуде, которая должна быть чистой и лежать на местах. Вот некоторые из тех, что дошли и до нас. Не ставьте на стол пустые емкости, останетесь без денег. Нельзя оставлять на ночь грязную посуду, привлечете нечисть. Треснутые кружки и тарелки нужно выбрасывать, чтобы избежать расколов в семье. Использовать предметы нужно по назначению, не хранить в стакане украшения или ручки. Это приведет к разладу в жизни, начнутся мелкие надоедливые неприятности. Если к вам пришли гости и что-то разбили, надо вместе перешагнуть осколки, чтобы не поругаться. Помытую посуду обязательно переворачивайте вверх дном, иначе она привлечет нечистую силу в гости. Взяли у соседа тарелку попользоваться, возвращая, положите в нее гостиницы, чтобы дом был полной чашей. Многие приметы действительно полезны, они не только помогают сохранить благополучие, но и чистоту в помещении. Так почему мы говорим на кухне хозяину, не оставляя нож на столе, чем он мешает? Это суеверие появилось давно, в древние времена, когда люди не запирали двери жилищ. А может, когда жили в пещерах, тогда было принято убирать все опасные предметы подальше от посторонних глаз. Ведь кто угодно может прийти и воспользоваться в нехороших целях, например, убить хозяев. Сегодня необходимость поступать таким образом пропала, а примета прижилась и стала обрастать новыми значениями. Считается, что домовой будет недоволен, увидев вещь не на своем месте и может навредить, начнутся разного рода неприятности и проблемы. Кто-то говорит к ссоре, некоторые связывают его с болезнями. Нож нужен, чтобы резать, значит, хозяевам грозит серьезное заболевание. Есть мнение, что он влияет на сны. Вы будете видеть кошмары по ночам и плохо спать. В общем, одни неприятности. Поэтому лучше убрать его, пусть в доме будет мир и порядок заодно. Также утверждают, что нельзя ронять нож на пол. Самое популярное объяснение – ждите гостей, причем это будет мужчина. Если бы ложка или вилка упали, придет женщина, а так ждите мужчину. Обратите внимание, как он упал, ручкой вниз. Гость будет добрым, принесет приятные новости. Прибор воткнулся в пол, к болезни. Лезвие направлено в сторону хозяина, пришедший имеет злые намерения. В противоположном направлении гость может обмануть, и опять одни неприятности. Но народ придумал способ защититься. Если не хотите, чтобы злодей посетил вас или пришли болезни, постучите прибором о пол или поддержите его над огнем. Ополосните святой водой, тогда поверье не сбудется. С ножом связано много предрассудков. Видимо, это вызвано тем, что ни одно дело в хозяйстве не обходится без него. И, конечно, опасность, которая связана с его применением, провоцирует появление предубеждений. Вот еще поверья, о которых мы не рассказали. Нежелательно принимать пищу с ножа. Считается, что человек станет злым. Случайно сломавшийся прибор сулит беду с близкими. Его нежелательно оставлять у себя. Лучше выкинуть и сказать так: хоть ножик и ломается, горе и беда у нас не случается. Найденный на улице нож не поднимайте. Он может хранить память о старых хозяевах. А так как вы не знаете, в каких целях его использовали, лучше не берите. Найденный ржавый прибор к разлуке, остро заточенный, к тяжелым испытаниям, сломанный к разрушению надежд. Как защитить себя? На любое действие есть противодействие, поэтому, столкнувшись с плохим суеверием, не расстраивайтесь, вы всегда можете защититься. Можно обкурить дом оберегающими травами. Для этого подойдут шалфей, веточки зверобоя, лаванда или сосна. Зажгите их и пройдите по комнатам. В древности славянские народы так и поступали для очищения жилища от нечисти. Мойте иногда пол немного подсоленной водой. Соль всегда помогала избавиться от негатива. Повесьте ветки дуба или акации над входом в каждую комнату. Когда в доме есть кошка, она заберет на себя плохую энергию, принесенную кем-то извне. Но не сажайте ее на колени, не мешайте убежать, она пытается унести зло от вас.
Нежданному гостю не давайте свои тапочки, если вы человек верующий. Обрызгивайте комнаты святой водой, обходите их со свечами и, самое главное, не оставляйте на ночь посуду и после ухода гостей не надевайте сразу подаренную вещь и тщательно мойте обувь после улицы. Тогда в доме всегда будет хорошее настроение, здоровье и порядок, а это главное – защита и залог благополучия. Итак, теперь вы знаете, почему нельзя оставлять нож на столе, ронять на пол, что делать, если это произошло, а также сможете сберечь себя от влияния негативной энергии. Главное – не зацикливаться и верить в защиту. Если вам было интересно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, какие поверья знаете вы.